Мужчины, всем здравствуйте! С вами Алла. И сегодня для вас общий расклад на тему «С кем будут отношения?». Кто у меня впервые в гостях, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, загадайте сейчас вопрос, подумайте о том, с кем у вас будут отношения. И загадайте цифру. Выбирайте первый или второй вариант. Можете посмотреть два варианта, если вам откликаются два. Итак, это будет первый, это будет второй. Так, единичка. Девятка пентаклей. Девятка пентаклей говорит о том, что эти отношения уже существуют. А вот посмотрим, в каком формате они существуют. Что это за формат отношений на сейчас? Угу. Так, ребят, в первом варианте здесь есть два сценария. Помним, да, что я озвучиваю все сценарии, которые есть в одном варианте, потому что это общий расклад для 1000 людей, поэтому здесь озвучиваю все, что показывают карты. А вы уже смотрите, что с вами откликается. Значит, первый сценарий подходит для тех, кто сейчас находится в стадии примирения, но еще до конца не помирились. То есть это женщина, с которой вы уже в отношениях, но последний месяц-полтора вы находитесь в ссоре. И вот последнюю где-то неделю-две недели максимум как-то женщина начала идти на контакт, но еще нельзя сказать, что вы помирились. Вот это вот первый сценарий. И второй сценарий – это новые отношения, которых еще нет в вашей жизни. Но они вот-вот, если вы будете активны, они появятся. Вы же помните, да, что эзотерика, она нам показывает варианты, возможности, а вы делаете все, что от вас зависит. То есть не рассчитывайте на то, что вы будете сидеть дома, жевать пирожки, а женщина сама вам постучится в дверь. Надеюсь, что у меня на канале мужчины взрослые это понимают. Так, теперь давайте рассматривать тех, кто сейчас мирится со своей женщиной, со своей девушкой. Ну вот смотрите, как-то очень долго все это тянется. Аркан Дьявол. Ну, знаете что, здесь все-таки, конечно, между вами много каких-то манипуляций. Посмотрите, десятка жезлов, десятка мечей, аркан Дьявол, аркан справедливость. Здесь какая-то у вас сейчас кармическая ситуация в отношениях, поэтому у вас не получается перейти на новый этап в отношениях. Что это значит? Это значит, что вы должны понимать, что любые отношения, они не для пользования даются, а для нашего личностного роста. Как правило, у мужчины есть какие-то качества характера, которых нет у его женщины. И наоборот, у женщины есть энергии и качества характера, которых нет у мужчины. И вот на этом строится энергетический баланс в паре. Ну, то есть мужчина и женщина, они взаимодополняют друг друга. Но если нечем обмениваться, ну, например, у человека депрессия, человек разлюбил, человек не хочет быть в этих отношениях, у человека какой-то кризис в жизни, то человек становится нересурсный. И второму партнеру уже нечем обмениваться. И получается, вот как знаете, отношения как бы выдохлись. Вот первый вариант про то, что отношения выдохлись, но девятка чаш говорит, что ресурс там есть. Давайте посмотрим, что же нужно для того, чтобы этот ресурс активировать. Ну, тут, ребят, надо очень серьезную инвентаризацию провести ваших отношений. Смотрите, как-то у вас тут все несерьезно. Знаете, о чем тут речь? Я надеюсь, что у меня на канале мужчины осознанные, и они понимают, что такое бессознательное и что такое сознательное.
Так вот, смотрите, значит, если вы понимаете эти вещи, то здесь про то, что на уровне бессознательного женщина и мужчина здесь оба в паре не готовы к отношениям. Это знаете, на что похоже? Это когда вы общаетесь с каким-то человеком, он с вами ведет себя, например, улыбается, радуется вам, пытается там вас обнимать, а вы чувствуете, что человек врет. Ну вот прям чувствуете. Вот как бы его лицо, его манеры, его эмоции абсолютно не соответствуют тому, что вы чувствуете от него. То есть как бы вы понимаете, что человек вам врет, несмотря на его вот эти эмоции, маску на лице, которую он носит. Вот здесь точно так же. Вы вдвоем можете говорить о том, что я готов, или я там готова к этим отношениям, или я там готов меняться, или там я готова мириться с тобой. Или там я хочу за тебя замуж, и вы тоже думаете, да, я хочу как бы с этой женщиной строить семью. Но все-таки карты говорят, что по первому варианту здесь пара не готова. Вы готовы пока что к какому-то шагу, который будет двигать вас в будущее к семейным отношениям, но прямо на сейчас вам нужно двоим выдохнуть и успокоиться, что вы куда-то гоните коней. Гоните коней, это имеется в виду, что вы оба не готовы к серьезным отношениям на сейчас. Если, например, у вас был развод, значит, выдохните, успокойтесь. Не нужно прям сразу мириться, пытаться ее вернуть. Если вы поссорились очень серьезно, тоже выдохните. Не нужно сразу пытаться возвращать человека. Понимаете, это как с работы. Пришел уставший. Отдохни, полежи на кровати, переключись, поспи, а потом уже пойдешь и будешь делать остальные дела. Потому что когда ты в выгоревшем, уставшем состоянии, ничего не получается. Поэтому я вам так скажу, что в первом варианте здесь есть ресурсы для того, чтобы эти отношения вернуть, для того, чтобы создать семью, для того, чтобы помириться, для того, чтобы съехаться или там пожениться, да. Но здесь нужно время, здесь нужно, чтобы и вы, и женщина, вы как-то успокоились, вы как-то выдохнули. И здесь важно понять, что нужно поработать над вашими жизненными ценностями, потому что здесь 100% женщина не готова, мужчина тут процентов так на 70 не готов к тому, чтобы эти отношения очень быстро как-то... Знаете, вот, например, вы сейчас в ссоре, и тут прям вот быстро, мало пообещать, там, да, вот мы помиримся и сразу там будем жить вместе. Тут же важно еще внутренне к этому быть готовым, правильно? А здесь получается как будто вот только на словах мы готовы, но на внутреннем вот этом бессознательном уровне не готовы. И часто так бывает, что вы видите, что ваша женщина, вот вроде бы как она к вам и тянется, готова с вами мириться, но вы видите, что-то ее останавливает. Так вот это что-то, вот это оно и есть. Это когда вы понимаете, что я вижу симпатию, вижу любовь к себе, у кого тут как, да, расклад общий, поэтому у каждого из ваших женщин тут будут свои какие-то персональные, индивидуальные чувства. У кого-то страсть, у кого-то уважение, но как только вы начинаете сближаться, она начинает отдаляться. Так вот у многих это связано с тем, что человек внутренне, эмоционально и ментально еще не готов к полному сближению с вами. Поэтому оставьте в покое и как бы пока не наседайте. То есть будьте в ее поле, но не наседайте с какими-то конкретными решительными действиями. Так, а хотит-то она хочет быть с вами, но тут нужно время, ребят. Как я привела пример с работы. Пришли с работы, отдохните, а потом переключайтесь уже на дела. Так, и новые отношения. Значит, новые отношения, смотрите, двойка чаш. Двойка чаш, это может быть ресторан, кафешка, это может быть корпоратив, это может быть любое какое-то людное место, где люди отдыхают. И здесь женщина, кстати, может быть из другого города, либо из поселка, из области. Здесь про то, что женщина как раз будет очень сильно, вот для тех, кто сейчас пока один, и тот, кто хочет новых отношений, вот для вас как раз вот будет другая информация. Есть женщина, которая уже готова прям вот к таким, знаете, быстрым решительным шагам.
И здесь, кстати, это уже недолго. Но опять же, ребят, расклад общий, поэтому это не у всех может срезонировать, потому что расклад один, а вас тысячи. Но в среднем здесь может быть до 3 месяцев, что вот эта женщина появится в вашей жизни. Ну, а дальше, конечно, уже все зависит от вас, как вы себя будете вести. В принципе, здесь по тузу пентаклей это про то, что, во-первых, она готова, а во-вторых, как бы здесь человек действительно хочет для себя семейных, качественных, перспективных отношений. Так что, единички, в принципе, хороший вариант у вас получился. Так, ну что, кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а мы смотрим вторую позицию. И здесь 6 жезлов. Так, что здесь происходит? Какая женщина будет с вами в отношениях? Вот она вышла, королева мечей. Это брюнетка с темным цветом глаз. Ой, чего-то она вам так не доверяет. Прям себя тут накручивает. Смотрите, аркан Луна. Так, двоечки. По второму варианту тут женщина прям спит и видит, как вы ей то ли изменяете, то ли вы от нее уходите, то ли вы ее бросаете. Чего ты так сама себя накручиваешь? Тут у вас кто-то еще был. Смотрите, ну, может быть, часто так бывает, там, например, бывшая начала писать. Или бывшая начала звонить. Или бывшая начала ставить лайки в соцсетях. И ваша женщина, она это увидела. Неважно, случайно, или она действительно вас как-то там контролировала. Но факт в том, что женщина здесь по второму варианту это знает. И женщина здесь как-то не особо вам доверяет. Здесь почему-то есть страх того, что вы действительно можете вернуться к своей бывшей. Это может быть бывшая жена, с которой у вас есть дети. Это может быть просто бывшая любовница или там бывшая женщина, с которой вы были в отношениях. Но та женщина, вот, которая сейчас с вами, неважно, в ссоре вы с ней или как бы у вас все хорошо, вот она здесь очень сильно переживает по поводу того, что вы можете вернуться в какие-то свои старые отношения. Так, а почему ты не доверяешь? Ну, потому что ей кажется, что вы ее как-то недостаточно любите, что она для вас, знаете, как очередной какой-то вариант, но вы ее как не окончательно выбрали, потому что можно быть в отношениях с человеком, который тебе симпатичен, но ты в этих отношениях как бы, особенно современный мир этим страдает, тем, что, ну вот как бы мы с тобой живем, но это еще ничего не значит. Этим страдают и мужчины, и женщины. Про то, что, ну вот поживем, увидим. А потом, если там кто-то вернется из прошлого, которого я любил или любила, то я, конечно, вернусь туда. И вот женщина вас видит таким, что вы можете вернуться в прошлое, потому что вы ее окончательно не выбрали. Ну, то есть, как бы она для вас как такая проходящая, или как зал ожидания. Вот настолько человек здесь себя накрутил. А какие у тебя чувства к мужчине двойки? Ну, вы король мечей, то есть вы тут пара. Так, король жезлов. А это еще кто такой? Слушайте, а точно говорят, что как там на воре шапка горит? Помните, такая есть пословица? Ну, вот смотрите, тут, кстати, у женщины, у самой немножко рыльца в пушку. Здесь есть какой-то король жезлов. Не похоже это на коллегу. Это больше похоже на бывшего. И вот этот бывший, кстати, он тоже мог активироваться. И параллельно с вашей бывшей он, кстати, тоже мог активироваться. Может быть, перед новогодние праздники. Знаете, как у всех просыпается ностальгия, и все давай поздравлять своих бывших жен, мужей, любовников.
у кого как. Но здесь он вышел на связь. И здесь про то, что, знаете, вот на фоне этого бывшего она начала накручивать, что у вас такое же может быть. Может быть, она знает про вашу какую-то бывшую, и она понимает, что на новогодние праздники она уже начала появляться. Ну, на самом деле, здесь женщина точно вас не собирается менять на короля жезлов. Здесь про то, что, да, она могла пойти навстречу, но здесь ничего как бы к нему нет. Здесь полное разочарование, абсолютно. То есть здесь человек все-таки с вами определился, а здесь просто как ради любопытства пошла. А зачем ты пошла? Какое любопытство? О чем? Попрощаться окончательно. Вот видите, то есть получается, что женщина, она определилась с вами, и вот с этим человеком, королем жезлов, она могла пойти на встречу для того, чтобы уже окончательно его отпустить и понять, что да, ты мне точно не интересен, я тебе больше точно не хочу. Я у себя нашла уже мужчину, я уже с ним определилась. И за счет того, что она с вами определилась, у нее есть страх того, что вы могли с ней не определиться, того, что у вас есть кто-то в прошлом, к кому вы можете вернуться. Вот по этой причине здесь женщина находится в каком-то таком ершистом состоянии, в таком, знаете, нервном состоянии, что вот она-то с вами определилась на 100%, а вы, она вот может ощущать, что не до конца с ней определились, что, может быть, вы там еще сохнете по бывшей, может быть, вы там еще, знаете, как вот колеблетесь, а может быть, там можно что-то вернуть в тех прошлых отношениях. И она это чувствует. Тут, конечно, очень много самонакрута, на самом деле, но, знаете, как бы тут действительно есть у кого-то из вас отыграется, что вы еще можете сомневаться, а может быть, действительно вернуться к своей бывшей. И вот эта королева мечей, о которой мы говорим, она действительно это чувствует. Так что, двоечки, вот такой получился ваш расклад. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Всем хорошего вечера и всем пока!